Привет! Вы на канале Need for Travel, и сегодня мы пригласили Иванку Крижановскую, девушку, которая путешествует одна, вы представляете? И сейчас она расскажет пару слов о себе. Привет, ты так представила, как будто бы это что-то очень необычное, когда мы встретили мамонта. Ребята, меня зовут Иванка Крижановская, я основатель и, как вообще называю себя, коллекционером интересных историй. Есть такой проект «Захопление», вот я, собственно, его веду. Вообще, в принципе, я главный редактор, уже очень много лет работаю в этой стези. Собственно, работала раньше в большом проекте .net, также была главным редактором в Beauty Hub. Вообще, это Украина, и работаю с украинскими большими медиа. Вот, но это все неинтересно. Мы же мамонт, я путешествую одна. Как ты вообще решила путешествовать одна? Слушай, на самом деле, давай начнем с того, что я знаю, что в голове и в ментальности очень многих наших людей и сограждан, если человек путешествует один, значит, он одинок, значит, у него все плохо в жизни. А для меня есть очень понятное и четкое разграничение между одиночеством и соло-путешествиями, потому что одиночество – это ощущение ненужности в этом мире, и в целом ты можешь находиться в большой компании с большим числом людей, ты можешь находиться даже рядом со своим человеком любимым, но все равно ощущать вот это вот чувство одиночества, да, когда тебе в твоей душе некомфортно, ты не можешь себе найти место, ты не можешь себе найти родственную душу. У меня нет такой проблемы, у меня нет, то есть, безусловно, я периодически испытываю одиночество, как и все мы, но это не имеет ничего общего с соло-путешествиями. И мне вообще, в принципе, нравится такое понятие, как соло-путешествие. Не именно путешествие в одиночку, а соло, вот от соло как душа. Как я пришла к этому? Наверное, просто мои потребности в путешествиях, они превышали желания моих друзей и возможности моих друзей. Также я поняла, что когда ты путешествуешь один, это некий способ соединения, это некий способ очищения себя, перезагрузки себя. Есть только ты и есть мир, больше никого. И если ты умеешь находиться, если тебе комфортно быть одному, наедине с самим собой, в принципе, даже находясь дома, тогда тебе будет абсолютно комфортно встречать мир и быть наедине с миром. И это круто. Собственно, мое отношение к одиночным путешествиям, я не вижу в этом чего-то такого, необычного. Для меня это абсолютно нормальная история. Все мои друзья знают, Иванка поехала, вернется, ничего страшного. Я, безусловно, часто путешествую со своими друзьями, и соло-путешествие – это как одна из частей моей жизни, когда я также путешествую еще и сама. А что ты думала о соло-путешествиях до того, как ты начала путешествовать сама? Конечно, особенно Азия. То есть, как можно поехать вообще одной? Для меня это было что-то как-то так. Но поняла после того... сначала у меня была Европа, а я просто в какой-то момент, если честно, мы с тобой пока готовились к интервью, я пыталась вспомнить, соло, какое мое была первая поездка соло. И, наверное, ты знаешь, это было в 12 лет, когда я ехала к бабушке одна в автобусе. То есть я считаю, что это была соло-поездка. Но, если говорить серьезно, наверное, первое мое путешествие, которое перевернуло мое совсем сознание о том, что, путешествовать одной — это так круто, и это вообще может быть вообще что-то такое клевое. Это была поездка в Италию, на остров Иския, это недалеко от Неаполя. И, собственно, это было 10 дней, и также я потом провела 3 дня в Риме. И что может быть прекраснее прогулки в Риме под дождем? Наверное, ничего. И я просто... это было одиночное путешествие, это было знакомство с людьми, это было знакомство с миром, это было знакомство с Италией, это была моя первая поездка, это было знакомство с едой.
И вот тогда я просто поняла, так а что мне ждать вот это, согласовывать с кем-то? Ребята, поехали, ублажать. Потом вот эти вот все штуки. Ну, то есть, опять-таки, перед путешествиями раньше, когда я путешествовала с друзьями, у меня всегда была четкая договоренность, что, ребят, типа, каждый из нас человек ответственный, и для каждого из нас вот эти вот там 10 дней отдыха это что-то очень желаемое, ну, и мы к этому стремимся попасть. И очень хочется, чтобы у каждого из нас были хорошие там воспоминания о путешествиях, или каждый из нас отдохнул. Но у каждого из нас есть все равно разные потребности. Я ненавижу ходить по там магазинам, да, ну, то есть я не понимаю, почему ты едешь в Италию, гуляешь по там какому-то городу, и тебе нужно зайти в H&M, ну, как бы в смысле, он есть там в Киеве у нас, можно погулять. Вот, мне необходимо там пойти посмотреть архитектуру. Кому-то очень важно зайти в музей. И мы, в принципе, разделялись. Очень часто мы вот там перед поездками мы просто проговаривали, чтобы не было никаких обид. Вот, и мы разделялись. Была подготовка к путешествию. И таким образом я все равно понимала, что ты в любом случае находишься, ну, там, когда вы разделяетесь, да, потом вы договариваетесь встретиться в какой-то момент, ты все равно находишься, в принципе, один на один с городом. И поэтому, да, это были тоже такие подготовки. Возможно, ну да, вот я не люблю быть зависима от... Круто, когда вы очень сильно совпадаете, когда у вас прям, ну, единое желание, вы находите... Ты находишь такого прям partner in crime, как говорится, да, что, ну, ты прям классно путешествуешь с этим человеком. И, конечно же, круто, когда это есть любимый человек, с которым у вас прям все совпадает, и вы очень круто путешествуете. Вот, такое в моей жизни тоже было. Не всегда была одна, как говорится. Вот, но было, и это очень клево, и это очень... И было также, когда был очень близкий человек, и в тот период времени любимый, как говорится, но... Когда мы путешествовали, я просто понимала, что мне необходимо совершенно другое, а ему необходимо совершенно другое. И это, и, по-моему, хуже вообще. Для меня, потому что путешествие – это важная часть моей жизни, и когда у вас абсолютно разное видение того, что вы хотите получить от мира, когда вы к нему прикасаетесь и открываете что-то новое, вот для меня это важно. И как часто ты сталкиваешься с какими-то предрассудками по поводу того, что ты путешествуешь соло? Ты знаешь... В Азии, например, есть такое. Ты знаешь, ну, возможно, потому что я не заезжала куда-то совсем в глубинки и в какие-то там неизведанные места, но, в принципе, меня здесь встречали адекватно, и здесь таких, как я, очень много. Поэтому Азия, мне кажется, вообще этим уже не удивишь. И этих предрассудков, наоборот, таки больше у нас, у наших людей. Украина, Россия, ну, то есть такое постсоветское пространство. Вот там... Ну, там, в принципе, да, особенно если ты девочка, ну, как бы, в принципе, мне 31, у меня нет детей, вот, и я, в принципе, уже не состоявшийся человек в жизни, вот, поэтому, то есть, мне кажется, что вот эти предрассудки, они как раз-таки есть больше в голове наших людей, а не даже там, если ты едешь в Европу один, это, ну, в смысле, это, ну, во-первых, тебя сложно там отличить как и понять, что ты прям путешественник, вот, а здесь в Азии, ну, во всяком случае, в тех странах и в тех местах, в которых я была, никаких предрассудков нет. Вот. А как мама относится к твоим путешествиям? Ты знаешь, мне кажется, если бы мы спросили у моей мамы сейчас, вот если бы она рядом сидела, она бы сказала, да нормально. Ну, то есть просто... Она сама путешествует? Да, она, во-первых, путешествует тоже, и она, кстати, у нее тоже были соло-путешествия, и там именно встретила она свою любовь. Вот, но... Ну, мама моя понимает, что если мне хорошо и комфортно, и если я чувствую, она просто мне доверяет и понимает, что в этом нет ничего... Ну, то есть для меня в этом нет ничего сверхъестественного. Соответственно, когда мы обсуждаем, я говорю, я купила там билеты туда-то. У нее даже, ну, типа, в смысле, как это там, ты будешь? У нее такого нет. Возможно, она мне этого не говорит. Безусловно, она переживает. Ну, слушай, это нормально, когда... Мы все в любом случае волнуемся. Но мне кажется, что бывая даже в Украине, там, находясь в Киеве... Опасные ситуации. Да, они могут быть, поэтому... Мама к этому нормально относится. А какие у тебя были смешные, интересные случаи во время соло-путешествий?
Смешные, интересные случаи. Ну, смотри, прям, ну, как бы смешные, это сейчас, конечно, так вспоминать, их сейчас уже много, да, много. Ну, есть моменты, когда, ну, то есть, во-первых, я считаю, что необходимо прорабатывать свой маршрут, и это как бы тот баг условный в моих путешествиях. Один раз я столкнулась с этим, и потом, конечно, это был для меня большой урок. То есть желательно исследовать местность, где ты собираешься, например, жить. Ну, то есть ты бронируешь какую-то гостишку, вроде как по отзывам все ок, но, ну вот, например, у меня была такая ситуация, когда я бы путешествовала, мы путешествовали, кстати, это было не совсем соло-путешествие, потому что мы были с подругой в Германии, мы встретились с ней в Берлине, но летела я из Киева через Ганновер. И назад, когда я возвращалась, то есть мы разошлись в том же Берлине, она уехала к себе домой, и я, собственно, возвращалась к себе, и у меня был один день в Ганновере. Я забронировала одну ночь в гостишке, просто чтобы переночевать недалеко от вокзала. Вот, и, как оказалось, это была гостишка в районе Красных Фонарей. И это не такие красные фонари, которые в Амстердаме есть, и они очень культурные, а там такой прям, ну, красивая местность с красивыми женщинами в окнах и на улице тоже. Вот, и ситуация была такая, что, ну, вроде как и ладно, в районе Красных Фонарей, и я пришла, во-первых, это была ночь, то есть это было в районе 11 часов, темно. И вот я шла по этой улице, и я просто понимала, что все, как бы мне надо очень быстро добраться к этой гостинице. Я прихожу, дверь вижу, стучусь, а мне не открывают. Я начинаю звонить по номеру, который указан на стекле, а мне не берут трубку. И то есть я ждала очень долго, пока мне откроют или как-то связаться. Я понимала, что мне нужно сейчас что-то быстро как-то предпринять, чтобы мне не находиться в этой местности. Вот, но все равно за эти там 15 минут, пока у меня там все бурлило внутри, я искала какие-то варианты жилья, ну и что делать. Вот, ко мне все-таки успел подойти молодой человек и спросить, сколько стоит. Только там у нас был такой немножко несостоявшийся диалог. Я думаю, у него был неудачный опыт первый, знаешь, когда он, в общем-то, спросил не у нужной девушки. И как ты выбралась из этой ситуации? Да, ну, в принципе, как бы неразрешимых ситуаций не бывает. Я решила, что я пойду к вокзалу, и, собственно, это, ну, недалеко было, действительно, там было 1,5 километра, но вот как-то непонятно, почему оно было вот. Вот, и я очень быстро пошла в сторону вокзала, потому что я подумала, что вокзал — это людное место, и я, собственно, там смогу найти жилье, чтобы не в таком невротическом состоянии, потому что действительно, ну, мимо тебя проезжают какие-то такие полузакрытые автомобили, так рассматривают, притормаживают тебя. Это ощущение не очень приятное, хотя, ну, весь мой вид, он вообще никак не подавал признаков того, что я хоть как-то вообще могу быть похожа. Ну, видимо, ну, вообще, кстати, Ганновер очень интересный город, потому что на следующий день, гуляя по Ганноверу, я познакомилась с молодым человеком, который решил показать мне там их главную ратушу, и потом несколько раз отметил, что у меня очень красивые туфли. И потом я ему просто напрямую спросила, говорю, у тебя туфли вызывают какие-то фантазии? Он говорит, да, я фуд-фетишист, поэтому... Ну, и он мне, собственно, дальше мы начали очень... Я сказала Соре, типа, я не по этим делам, но мы начали очень открыто общаться на тему секса, и он мне рассказал о том, что в Ганновере это такой... Ну, в общем, там очень много... ну, таких извращенных мест, где люди, ну, не могу сказать извращенных, но, в общем-то, людей Мекка прям. Да. Ну, в общем, Мекка, да, такая интересная. Поэтому будьте... Будете в Ганновере. Да, это был, кстати, мой первый, наверное, такой вот опыт, когда я действительно просто... То есть, во-первых, я не прочитала до конца, наверное, отзывы, и, ну, вот... Всегда, я думаю, что это не только когда ты там путешествуешь один, даже когда ты путешествуешь вдвоем, втроем, неважно. Все равно немножечко нужно исследовать то, куда ты едешь. Во-первых, также вот, например, мое отношение к мусульманским странам, да, то есть
ты должен понимать, в какую страну ты едешь, какие правила этой страны, потому что у каждой страны есть какие-то определенный культ, менталитет, культурный код, да, и, соответственно, нам нужно изучить, нам нужно понять, как себя должна вести девушка, что в мусульманских странах женщина, смотрящая в глаза мужчина, в принципе, дает согласие на то, что мы с тобой можем, в принципе, пофлиртовать, мы с тобой можем дальше заняться любовью. Ну, то есть эти правила необходимо изучить для того, чтобы не попадать в конфузные ситуации. Конфузные. Вот. Поэтому, ну, для меня это есть некое правило, также там по одежде, да, это тоже необходимо изучить, и тогда ты будешь в безопасности, в принципе, если ты себя будешь вести осторожно, если ты будешь приезжать с любовью, с миром в другую страну для того, чтобы получить, потому что ты едешь, ты там гость, ты должен быть... Заботиться о безопасности. Да, они вокруг тебя должны, ну, как бы плясать. Вот, поэтому... А какой был вопрос? Вопрос вообще был не об этом, по-моему. Был про интересные моменты. Было вот. Еще что-то такое, может, факап какой-то необычный. Ну, ты знаешь... Вот у меня случилась поездка в Азии, и это, наверное, на Бали. Это было прям вот очень классное путешествие, когда у меня не было вообще никаких... Ну, то есть у меня очень было много друзей в тот период, когда я была на Бали. На Бали, собственно, но я выбирала специально такие маршруты, где, собственно, я с ними не смогу пересечься. И это было действительно вот прям путешествие, когда ты прям совсем окунаешься прям в культуру. И это было мое знакомство с миром и совсем другими правилами жизни. И самое важное, что в этой поездке я научилась для себя, это принимать помощь. Потому что ну, у меня есть там такая штука, я там совсем все разберусь сама, да, там. И вот как-то путешествуя по одному, перебираясь, в общем-то, с одного места в другое, я решила заехать на водопад. И водопад был просто невероятный, я была одна, это был Секумпул, это самый высокий водопад Бали. Я действительно была там одна с моим мальчиком-сопроводительным, который фотографировал меня и просто показывал мне, куда идти. И я, в общем, там осталась до заката. Это были невероятные эмоции, я просто была вот прям полна, короче, силы и энергии. У меня, как всегда, не было забронировано ничего, потому что я, в принципе, люблю там ехать, останавливаться, находить что-то прям по дороге. Имею в виду из жилья. И, собственно, да, я вот на закате вышла оттуда, темнеть начало рано, и, в принципе, я думаю, что каждый, кто бывал в Азии, он понимает, что если солнце зашло, то очень быстро становится темно. Вот, я начинаю ехать, я посмотрела, еще была история в том, что у меня не было налички с собой, и у меня там осталось что-то, ну, в районе там $3 или $4, и налички вот прям не было. А я вот в глухой деревне, как бы. И, в общем-то, Да, практически. И, в общем-то, ну, там как бы были какие-то деревушки, я проезжала мимо них и смотрю, что мне нужно 4 километра. Ну, как бы, что такое 4 километра, тем более ты на байке? Ну, это же ничего, подумала я. Вот, и как-то еду по навигатору, в наушниках она мне говорит, поверните направо. А я понимаю, что как бы, ну, там нет права, потому что там как-то туда не проехать. Вот, я остановилась, и, естественно, очень долго смотрела на, вот, собственно, на эту карту. Темно, я стою, ну, а рядом, я как бы остановилась на дороге, рядом была, ну, то есть такая, как центр, короче, деревни, соответственно, были люди, и ко мне подходит какой-то парень и говорит, тебе помочь? Ну, типа, что ты ищешь? Я говорю, я как бы разберусь сама, говорю, иди туда, откуда пришел. И все, что продолжаю найти этот поворот. А он там через 2 минуты снова подходит, говорит, тебе нужна помощь? Я говорю, я ищу вот эту гостиницу. Ну, и так, знаешь, он говорит, эта гостиница находится... Я, говорит, знаю эту гостиницу, я знаю основателя, это мой друг. Ну, естественно, все как всегда. На любом острове. Да. И говорит, но для того, чтобы тебе туда доехать, тебе нужно проехать рисовые поля, дорога может быть очень опасна, и ты можешь заблудиться. Говорит, если хочешь, я тебя могу провести. И как бы в этот момент у тебя вот эти шестеренки начинают работать,
И ты понимаешь, что как бы ты стоишь, ну, то есть ты либо доверяешь этому человеку, либо не доверяешь, делаешь все самостоятельно, едешь, возможно, заблудишься, возможно, ты будешь молодец и справишься с этим. И что делать? Извините, здесь просто мухи. И что с этим делать? Ты принимаешь решение, конечно же, at the moment. И я приняла решение, то есть молодой человек пошел, взял друга, они взяли скутер, я как бы ехала за ними, и в тот момент, когда я ехала, я просто благодарила судьбу, Бога и всего вообще, все Аллаха и, в общем-то, всех на свете, потому что я понимала, Боже, как хорошо, что он со мной поехал, как хорошо, что он мне встретился, и как хорошо, что я приняла эту помощь, потому что, ну, дорога была действительно ужасная, я бы однозначно там либо, ну, в общем, не знаю, что бы было, но слава Богу, что сошлось так. Поэтому вот такие моменты, ну, как бы они открывают и тебя нового, и ты учишься чему-то, и ты принимаешь мир, и ты принимаешь людей, и ты учишься, и ты понимаешь, что на самом деле очень много людей готовы помогать. Собственно, на этом, наверное, и стоит окончить. Особенно в Азии. Особенно в Азии, да. И, безусловно, есть много плохих людей. Но, ты знаешь, это тоже такая, мне кажется, что это очень чувствуется. Это где-то вот внутри. Ты сможешь прочувствовать, хочет человек этот тебя надурить, хочет ли он просто с тобой за деньги, ну, как бы что-то у тебя взять. И, кстати, я тогда сразу сказала, говорю, типа, чувак, если ты хочешь мне помочь, говорю, у меня нет денег. Он говорит, вообще не надо твои деньги. Ну, то есть, и он, когда мы приехали, я хотела ему дать эти $3, или сколько там у меня было, я ему давала, он говорит, не надо, я тебе просто, ну, я просто помог. И я такая, так бывает, а что так можно было? Вот, поэтому, ну, вот, мне кажется, что вот такие истории, они намного важнее и ценнее, чем если я сейчас буду рассказывать о каких-то, ну, там, смешных случаях. Ну, это любое путешествие — это приключение. Безусловно, бывает что-то смешное, бывает что-то, надеюсь, что грустного ничего не будет. Ты стараешься как-то с местными специально познакомиться, например, пользуешься ли ты каучсерфингом или ворквеем? Каучсерфингом никогда не пользовалась, но я пытаюсь останавливаться в хомстеях, особенно вот в Азии. Для меня это очень важно, и я поняла, это офигенский экспириенс, потому что действительно ты находишься рядом ты приезжаешь в новую страну, ты приезжаешь в совсем, особенно Азия, это, ну, как бы, это другая история, это другой мир. И очень классно, когда ты действительно, ну, то есть вот жить с местными, жить в локальной среде, это намного круче, потому что ты окунаешься, ты понимаешь нашу разность, да, наши разные отношения к жизни, к каким-то вопросам спорным, к каким-то моментам, как они на это все реагируют, ты этому тоже учишься. Пятизвездочные отели, большие отели, они тебе не дают этого опыта, и да, ты живешь в комфортных, может быть, более комфортных условиях, там тебя окружают прекрасные бассейны, но я сожалею тем людям, у которых есть очень много денег, и которые отдыхают всегда в одних и тех же отелях одной сети, только в разных странах. Именно поэтому, мне кажется, им и кажется мир скучным и однообразным, на что неважно, где ты находишься, на Мальдивах, в Мексике, на Шри-Ланке, на Бали, не знаю, на Яве какой-то, если ты живешь в гостинице Hilton или если ты живешь там в Four Seasons Hotels, у них одна сеть, у них, в принципе, один мир, только просто по разным, в разных точках мира. Поэтому они не могут окунуться в настоящую, да, в то, что... Экзотика. Настоящую экзотику, настоящий другой мир. И, собственно, это, наверное, и делает их мир скучным. Поэтому вот этот вот способ жизни в хомстеях, ну, каучсерфинг тоже, у меня не было такого опыта, но вот когда ты живешь, когда ты общаешься с местными, именно они, то есть ты как раз-таки впитываешь, ты действительно познаешь весь мир через них, а зачем тогда ехать? Ну, я вообще, опять-таки, тоже не понимаю, там... Нужно в Киеве. Да, ну, зачем ехать очень далеко? У нас тоже есть классные отели, там, ну, даже в той же Турции, которую я безумно люблю, и я считаю, что Турция — это вообще, ну, то есть, ну, я просто знаю ее и пятизвездочную, и объехала очень много, и для меня Турция — это вообще прекрасное место, еще и совсем возле нас, возле Украины, там, час лететь.
Пятизвездочных отелей много. Зачем лететь на Шри-Ланку 12 часов, чтобы пожить в пятизвездочном отеле? Ну, то есть вот этого я... Ну, это не мой вид отдыха. Я люблю комфортную жизнь, я люблю выглядеть хорошо, люблю ходить в дорогих одеждах, но когда я путешествую, я погружаюсь в культуру и стараюсь погрузиться в быт той страны, в которой я нахожусь. А как отличается твой багаж от того, когда ты едешь в соло-путешествие и когда ты едешь с кем-то? Никак, я всегда путешествую с рюкзаком. Какие ты вещи всегда с собой берешь? 3 самые важные. Всегда путешествую с рюкзаком, но 3 самые важные вещи — это, наверное, телефон, кредитная карточка и что еще такое? И рюкзак. Честно, к вещам в путешествии отношусь очень просто. Я не не фотоблогер, не travel-блогер, да. Я путешествую для себя, не для мира, хотя, безусловно, я веду Инстаграм и делаю красивые фотографии, но больше, собственно, окружающего мира, а не себя. Соответственно, в одежде я максимально стараюсь сделать так, чтобы эти вещи были гармоничны между собой, и чтобы их было немного, и чтобы это был базис. Соответственно, я никогда не путешествовала... Последнее время, когда я все больше и больше путешествую, я не путешествую с чемоданом, это глупо. То есть это только рюкзак. Вот в это путешествие по Азии я купила себе большой 40-литровый рюкзак, а до этого у меня был просто собственно, ручная кладь, которую выпускает ВЗР, даже при вот этих их уже самых последних ужатых новых правилах перевоза багажа. Вот с таким маленьким рюкзачком я путешествовала. И я считаю, что, в принципе, можно все докупить. Условно, если у тебя, не знаю, если очень сильно холодно стало, то ты можешь пойти в тот же H&M, быстро купить себе какую-то кофту за $3, и все у тебя будет хорошо. Вот, поэтому к вещам я очень-очень просто отношусь и никогда не беру много, перебирая, в общем-то, луки, образы для фотографий. А куда бы ты ни за что бы не отправилась бы сама? Или когда не хотелось бы тебе конечно, ехать? в какие-то такие стрёмные страны, где преступность и криминал большой. Українські мові є дуже класна приказка. Береженого Бог береже. Вот эта философия мне очень близка. Я думаю, что тот, кто бережет себя, действительно ему способствует весь мир. Поэтому зачем рисковать? Пока я не путешествовала в какие-то горячие точки. Я считаю, этого делать не нужно. Мне кажется, что да, туда нужно ехать не всегда даже одному. Возможно, иногда нужно уехать там с местными какими-то. Можно ехать одному, но с местными, сопроводителями, да, чтобы ты был в той среде, и чтобы за тебя кто-то, условно говоря, в этих местах нес ответственность, потому что ты не всегда можешь с этим справиться. Вот. Хочу поехать в Австралию, Новую Зеландию, Бразилию и Латинскую Америку очень бы хотела всю объехать, но не знаю, получится ли, поеду сама, не поеду, буду с кем-то, поеду с кем-то. И здесь тоже не принципиальный вопрос. Повторюсь, что для меня просто жажда путешествия, она превышает потребность в компании, если можно так сказать. Вот. Не знаю, насколько это корректно будет по отношению к моим друзьям, но я их всех очень приглашаю всегда. И всегда говорю, я еду туда, ребят, хотите? Присоединяйтесь. Вот. Такой тонкий намек. На толстые обстоятельства, да. У всех дети, семьи, какие-то обязательства на работе и так далее, и так далее. А что бы ты пожелала девушкам, которые думают, отправиться им или нет, или все-таки страшно, или есть какие-то убеждения по поводу соло-путешествий, что бы ты им пожелала, и куда бы ты пожелала им отправиться? Если ты хочешь, если ты думаешь о соло-путешествиях, если ты думаешь о том, я бы хотела куда-то поехать, но это страшно. Начните с Украины, с того региона, где вы находитесь, начните со своей собственной родины. И если вам комфортно находиться дома одному больше, чем 1 час, хорошо, давайте так, больше, чем сутки, то нет ничего страшного в том, чтобы поехать и побыть одному в другом месте.
попробуйте поехать в ту же, ну, если вы, опять-таки, из Украины, попробуйте поехать в ту же Винницу на один день. У нас там утром из Киева прямой автобус ходит или поезд. Это займет у вас день. Просто попробуйте попутешествовать одна, побыть сама с собой наедине, с городом, с новыми людьми, которых вы вообще не знаете. И в этом нет ничего страшного. Вы знаете язык, вы знаете людей, которые вас там окружают. Плюс-минус вы знаете, как добраться домой. И там, ну, то есть попробуйте побыть одной в тех местах, которые совсем недалеко и безопасны для вас. Вы поймете, комфортно ли вам находиться, в принципе, в первую очередь, наедине само с собой, потому что, ну, это важно, потому что ты находишься с собой, да, безусловно, ты встречаешь новых людей, безусловно, ты знакомишься с миром, но по большей части ты один. И здесь важно вот это вот не убежать от самого себя, да, там, не бросаться в какого-то первого встречного и пытаться провести с ним ночь, вечер, потому что тебе страшно просто быть одной. Вот. Не страшно, что с тобой что-то случится, да, ты просто вот боишься вот этого ощущения одиночества. А когда ты находишься в другой стране, то, безусловно, это намного хуже. Поэтому мне кажется, что попробовать нужно и нужно. Если есть действительно вот это вот страх, хотя не знаю, чего бояться, тогда попробуйте начать с малого. А дальше, я думаю, что вы просто влюбитесь вот в это ощущение тогда, когда ты никому ничего не должен, ты открыт перед собой, ты открыт перед тем, что вообще вокруг тебя, ты это все пускаешь, или ты хочешь это пускать, или ты сам себе волен, ты делаешь вообще сам свой выбор. Хочешь ты встретить вот этот человек, который тебе улыбается, будешь ли ты ему улыбаться, нужно ли тебе что-то от него, идешь ли ты дальше своим путем, или... Ну, то есть ты как бы, вот ты сам формируешь свой день, свое мировоззрение, своих окружающих людей, вообще все, это все твое, и в этом есть вообще, мне кажется, невероятная сила, и в этом же есть крутость вообще всего-всего. Когда тебе не нужно подстраиваться, ждать, спрашивать, а что ты хочешь поесть сегодня? Ты хочешь креветок, ты идешь есть креветки. Что? Слушайте, в этом есть кайф. Попробуйте хотя бы один раз. Можешь ли ты сказать, что путешествия вдохновили тебя на создание проекта «Захоплення»? Конечно, это... Ну, вообще, путешествие меня вдохновила Ирина Зинченко с ее проектом... Ирину знаю, люблю, передаю привет. С ее проектом «Weekend» с Ириной Зинченко по Интеру, по киевскому, по украинскому каналу когда-то, когда я была очень маленькая. Шла такая передача, и, собственно, Ирина была первым человеком, которая ездила с камерой, ну, по сути, там, «Орел и решка» нынешний, только вот она ездила абсолютно, да, по всему миру, и рассказывала очень интересно, приятным ее голосом, просто убаюкивающим, и я безумно любила смотреть эти передачи, боже, для меня это было просто вот что-то невероятное, и с того момента, конечно, я мечтала повторить ее вообще все. То есть я прям видела себя с самого детства на месте Ирины, и я очень хотела путешествовать, именно поэтому я стала менеджером, я пошла в туристическое, то есть институт туризма, собственно, получила образование менеджера туризма, но как-то вот свою жизнь никак не могла связать с... Потому что мне хотелось еще быть журналистом. И я никак не могла связать, у меня как-то больше журналистика вела, хотя образование туристическое. Вот, и как раз-таки «Захоплення» это и стало вот этой квинтэссенцией того, что мой журналистский опыт, он перерос в проект о путешествиях, о людях, о местах, которые мы встречаем, и которые... и которые нас захоплюют. «Захоплення» — это вот с украинского перевод такое интересное слово, которое очень многогранно. Вдохновленно, зажженно, восторженно, вот оно такое вот очень всеобъемлющее, очень люблю это слово. Вот, и поэтому, да, это, безусловно, это квинтэссенция моей любви к миру, к людям и к путешествиям, к чему-то новому.
Да, спасибо, что поделилась с нами и со зрителями. Это было очень классно, да. Если вы хотите что-то еще пару слов сказать. Хочу, чтобы вы начали путешествовать. Неважно, один, вдвоем. Не думайте, что путешествие это дорого, или вам нужно собрать миллионы денег для того, чтобы поехать куда-то. Где бы вы ни находились, открывайте свои страны. Сейчас в этом есть очень большая возможность. Не сидите на месте, потому что путешествие — это возможность открыть нового, в первую очередь, самого себя. Не только страну, но еще и самого себя. Спасибо большое. Нужно было сделать хай-файв.